Друзья, доброе утро. Переночевал еще одну ночку. Как видите, матрас снова спустил. Сегодня солнышко вышло с самого утра. И уже здесь намного теплее, чем на улице. Такой парничок получился. Сейчас возьму телефон. Если будет стабильный интернет, буду отвечать какое-то время на ваши комментарии. Погреюсь здесь. А потом пойду снова работать. Погреться в палатке не удалось. Солнце очень быстро спряталось за тучки. Придется брать лопату, чтобы согреться. Все-таки займусь я приготовлением раствора, потому что разметкой и фундаментом так не согреешься. А после продолжу заниматься фундаментом. Нужно искать новое месторождение ракушек, потому как здесь уже очень много попадается крупного камня. А вот Карлос, похоже, нашел мне скопление ракушки. Что-то нашел необычное. Похоже на кость животного. Возможно, его здесь привалило. Да, это точно косулю, похоже, привалило здесь. Ладно. Не буду здесь больше копаться. Я думал, может, это Карлос затащил. Закопал какую-нибудь косточку. А на самом деле вот так вот бывает. Тащу глину к корыту и тут услышал звук мотора. Юра вроде бы собирался завтра приехать, но похоже это он. Карлос услышал, встречает.
Карлос, у тебя что, пенная вечеринка? Юра говорит, что здесь еще так, как в заливчике таком, более спокойно. А там он шел, говорит, волны огромные, весь мокрый, накрыло, и в лодке воды много. Видишь, он сидушку как перекосил. Ага, прыгал, да? Забирай. Говорю, а ты чем занимаешься? А вот видишь, глину тянул. Да? Представь, обнаружил там под обрывчиком, там где копал, завалила косулю молодую. Видимо, пряталась там, не знаю, И веткой. кости там, да. Не веткой, а этим же, грунтом, оползень. Ну, наверное, упала туда. Ну что, Юра приехал, и теперь мы вдвое больше положим чурок. Но начнем с перерыва на обед. Очень уж хочется кушать. Я собирался доделать раствор и готовить, но решили прерваться. Взял с дома то, что было, короче говоря. Я чайку в первую очередь. Давай, давай. на Хоть я ложечку. его не пью, ни чай, ни кофе, но иногда исключение. Карлос, ты извиняй. Тебя Карлосу что сейчас дам. Сейчас Не я ему кормили? насыплю. Не, у него есть свои. Карлос больше ел, чем я. У него консервы. есть, да? Да. Батон взял я один. Не стал много набирать. Думаю, рыбка тут есть, если что, поджарим. Я даже не знаю, она там плавает еще в нашем этом в садке, в колодце. Последний раз проверял, плавала еще. Ну, я Ну. сейчас ходил, ложки мыл. А. Там она, думаю, а ну-ка попробуй, раз, там. Ну, да, волна, ж ты такая. видел, насколько сюда выходила? Могла запросто убежать. Там и размыла эту, размыла дамбу. Так, ладно, перекусим. Всем приятного. Да, Будем приятного аппетита, друзья. Карлос, не выбирай, не наглей. Ну, привыкаю, вот такая вот здесь тенечек постоянный в лесу. Да ну и погода сегодня, ты видишь, А какая? я Прям... сегодня так долго не хотел вылазить, потому что подмерз под утро, блин. А утром вышло только солнышко, думаю, вот это класс, солнцем сейчас палаточку нагреет, и я отогреюсь наконец. Но не тут-то было, оно буквально 15 минут и спряталось за тучи. А, я ж совсем забыл, какой сюрприз сегодня был. Да? Вот же ж я долго валялся в палатке, да, хотел Ага. нагреться, слышу мотор. Думаю, неужели ты, вроде ж сегодня не планировал, тем более так рано. Выглядываю, быстренько вылажу, хоть и холодно. Приехал один мой подписчик. Вот. Причем тот, который очень много сюда привозил всякого разного, полезного. Те же кирпичи, елочку это он же привез. И еще там много, провизию. Я уже так могу что-то не вспомнить. В общем, ему огромный респект. Всегда такие, Да, большое Э, спасибо. всегда очень правильные, продуманные такие подарочки. Вот, А да. главное, нужные, да? Да, нужно, и видно, что человек с умом подходит. Не просто так что-то привез, а от этого. Ну да, бывает, что-то, что не нужно. куда-то. Так вот, Ага. привез он сегодня окно, пластиковое окно, здоровенное. Ну как здоровенное, надо сейчас все промерить. Так, а где окно я не видел? Сейчас, Не ну вот помню. облокотил на эту, сейчас покажу. Вот, так что сейчас допиваем чаек и покажу наше пластиковое окно. Ну да. Слышишь, так мы уже будем не чурку делать, а будем евродом лепить с такими окнами утепленными. Мгм. Вот это окно. Тут Ой, да оно почти 2 двери. метра. Почти двери. Да, это то ли двери. Может, это оконные двери. Да нет, коротковато, оно метр 80 где-то так я мерил. Ничего себе, вот это да. Ну хотя, в общем-то, Там можно стенное, сказать, смотри, что... какое, да? Да, там Это 3 стекла. 3 стекла, скорее всего. А может и больше. Ну, 3, наверное. Ну да, такое окно. Вот сюда бы, конечно, его сзади бы сюда установить. Да, Но мы я- с ним как раз говорили об этом. Но померили, не влазит. А ну-ка. Так,
Ширина его 61. Значит, нам нужно найти точку вот здесь. Вот она, 61. И там точно так же. Там даже больше, потому что у нас уклон, там где-то 65 найти надо. Вот там. Ну или давай просто-напросто сейчас длину его. Так ну конечно, тут длину Отсюда вас 175 возьмем, примерно Конечно. в горизонте. 177 там, по-моему. До куда? 70. Никак. 177. Полностью надо вырезать балку туда. Ну, если здесь чуть-чуть 5 сантиметров. Хотя, в принципе, вот так-то можно вырезать. Сколько выходит? Тоже часть какая-то. Половина, половина, попробуй половину. Ну вот так вот где-то. Ну вот половина можно. Чуть сколько? ниже тебе надо сделать, чтобы по горизонту было. Не, почти всю ее вырезать надо. Ну вот так вот это половина. 177. А теперь доверху надо, сколько оно будет. Ну, Сколько доверху надо. Ты сказал сколько? 61. Нет. 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 Да. Ну никак. 55. Никак не влазят. Хотя есть вот какой момент, смотри. Вот сюда. Ты понял? Вот сюда можно поставить, не в балку врезаться. И посмотрим, как оно будет. Если мы его вот так вот, как сюда, вот так вот просто. Вот так вот можно. И уголки будут здесь. Ну да, немного. Ты знаешь, это мысль. Мысль и мысль неплохая. Немного будет. А с этой стороны, ну здесь ему место, я тебе хочу сказать. Наверное, так мы и сделаем. Я продолжу носить глину, ракушку и воду. Ну а Юра займется фундаментом, то, что я еще не доделал. Так, ну лопату, вернее, хорошую Алексей забрал, но мне придется вот этой здесь как-то ухитряться работать. Так. О, теперь пойдет. Сейчас мы как возьмемся, как за один день все сделаем. Уже очередной раз мы так делаем. Многие же не понимают, что это юмор. И думают, как же так, обещали за день, а делают уже. Ни одна подписчица, наверное, она твоя была, ну, пришла от тебя и говорит, пишет, поехал на рыбалку, говорит, бессовестный. Лешу оставил самого, он там бедный, они рыбу ловят, а он домик строит сам. Все правильно говорит, молодец. Вот это подписчица. Горой за подписчика. Так, друзья. И что я хотел еще вам показать. Сегодня я приехал во все оружие, как говорится. Взял с собой миксер вот такой. Шуруповерт такой мощный. К нему вот такой вот миксер. Значит, для того, чтобы сейчас Алексей принесет глины. Глину размочим. Вот. Перемешаем его, ну, чтобы она была реденькая глина. И потом начнем подсыпать туда ракушку. И перемешивать этим миксером. Я думаю, будет легче. Ну, в общем, попробуем, как оно будет получаться. Ну и вторую вещь я привез сегодня. Это уровень. Мы все делали без уровня. Но все-таки, я думаю, надо привезти его. Мы собирались окна деревянные устанавливать. А тут на тебе подфартило. Принесли и пластиковое окно подписчики Алексея. За что им огромное спасибо. Так что, друзья, есть у нас теперь инструмент, чем можно будет пользоваться и выставлять окна.
по уровню уже, чтобы они стояли как положено. Ну а я продолжаю, значит, дальше копать и буду устанавливать балку. Алексей, ты тут во всем оружии? Да. Все ладится. Значит, все быстренько копаем. Помнишь кино? Удивительный вопрос. Почему я водовоз? Да потому что без воды и не туды, и не сюды. Да, это точно. Так, инструмент надо убрать. Алексей, ты мотаешься как черт туда-сюда. Я не успел яму даже вырыть. И, Карлос, и ты тут помогаешь, да? Сейчас еще раз, господи. Тяжело. Сейчас я подниму, бросать не буду. Опа. Ну и по длине вот так отрезаю я. Так, ну что, пробуем Юра инструмент. Сейчас, наверное, все будем в глине. Там же, смотри, можно тихие обороты сделать или сильные, быстро. Посмотри, какие сначала обороты. Оп. Это... А ну меньше, попробуй, меньше сделай. Переключи переключалку. Так это, по-моему, Да? есть. Вот. А, не, вот это меньше, да. Не, отлично мешает, только еще глина не успела раскиснуть. Ну да. Крупные пласты такие, пусть еще, наверное, немного побудет. И будет выбирать, я так думаю, всю траву отсюда. на мой Траву, взгляд. да, это точно. Но все равно явно проще, чем лопатой. Да, оно И, просто скорее будет всего, и быстрее. быстрее. Быстрее будет, да. Ну, сейчас я замерю вот этот промежуток, какие сюда залазят. — 150. Может потолще принесем, не? Одна такая, вторую потолще. Это все равно на две не пойдет. Друзья, вы догадались для чего? То есть она вот под эту косину не заходит. Конец толстый. А нам надо сюда повыше поднять, то что это высоко лежит бревно. И туда все равно что-то подсыпем. Сейчас попробуем. Вот. И теперь она сюда дошла. Готово. Подниму. Закинь на какое-нибудь бревнышко. Легкая, я тебе говорю, легкая бы, отнюдь ничего.
легкая. Опа, грабли нашел. Грабли? Ага. Это не грабли, это для чистки водорослей. Чтоб ноги не проткнули. И печка. Плита от печки. Повело, как видишь. Ага. Видишь, как хорошо, что ты вовремя отсюда вышел. Вот так бы доставал я тебя как печку. Ну, не в этот раз. Шутки шутками, но Да, не в этот раз. не в этот раз, да. И сейчас вот это или ведро куда-то опускать с водой бы. Она не размотается. Не размотается. А в обратную сторону размотается. Так. Очень мало осталось уже ракушки. И поблизости даже не знаю, где ее и брать. Может быть, придется издалека тягать. А ты мне когда-то говорил, тут шо глины, шо ракушки, тут полно у нас. Ага. Вот тебе и пожалуйста. Ну, ее много, но она слой небольшой такой, что ее толком не наберешь. Да. Размешивается как Ну, и- на стройке у мастеров настоящих. Да, да, да. И вот я чуть-чуть, будем говорить, там 2 минуты лопаточка раз. Все у нас поднимает хорошо, снизу вверх поднимает все и перебивает хорошо. Да. 4 руки, да с таким инструментом должны до обеда справиться. Итак, ну что тут? Уже можно класть. Да, можно налаживать. И накладывать, и налаживать. По-разному. Ну да, еще, наверное, ведерочка можно, да? Рак. Да, можно даже 2. Вчера, слушай, считаю, вечером уже залез в палатку, комментарии листаю, отвечаю. Короче, тетенька пишет, мол, ну, она такая постоянно пишет, ну, много замечаний всяких, как пишет. Вот. И в очередной раз же, мол, вот опять половину инструментов забыл. Так-то и так-то. Ведро только одно. Вот поломается ведро, что будешь в ладошках носить? Ну, я ответил, как обычно, вежливо, я понял, учту ваше замечание, все сделаем. Но на самом деле ведер у нас несколько, Конечно. но да. смысл в чем? Прочитал я и в следующий раз только несу это, и у меня ломается ведро, ручка отваливается. Вот так вот бывает. Ну, конечно, они что, тем более пластиковые, и там сколько, 27? Ну да, большие. 20-литровые. Так Оно что, большое. видишь, все правильно говорят. Хоть и кажется с упреком, но все верно. Ну, Ничего да. не скажешь. Значит, что у нас получается? У нас вот в этот проем не входит окно, которое привезли окна, 2 окна, и оно сюда чуть не ходит. Мы хотели спилить, но лучше всего, наверное, его нужно тут на 3 саморезах укосина держится это, открутить, обрезать чуть-чуть и чуть опустить ниже ее, чтобы спокойно стало сюда окно, потому что может быть еще под окно нужно же будет чурки ложить какие-то сюда, чтобы можно было. Поэтому сейчас я откручу. Что там у тебя за опять перепланировка? Да нет, нужно ж тут сюда ж окно. А, это я понял. Допустим. Давай упрись, может, этим.
Так, а ну-ка, погнали. Сломал. Бляха-муха, а. Так, ну что, последняя ведерко. Перемешиваем. Начинаем класть. Я так понимаю, ты по мастерку уже соскучился. Я пойду резать чурки, наверное. Ну А ты закладывай здесь первый рядок. Я не против. Как ты любишь такие. Чтобы 3 штуки положил, пол стены готово. Снова делаем разметку по уровню на новую стену. Улетела. Конечно. Леш, а ну, брось, пожалуйста, сюда лопаточку раствора-то рядышком, чтоб я не прыгал туда-сюда. Кирпич надо? Да, да, да. И кирпич, и чурку тоже. Как раствор тебе? Отличный. Еще вот так вот брось. Вот так, все хорошо. Молоток надо было взять с дома.
Что там? Ты где был? Где добыча? Вот твоя добыча. Моющее средство. Слушай, ну здесь прямо образец. Видно, где чья кровать будет стоять. Не то, что у меня там тяп-ляп делал. Не-не-не, то не я делал, то ты делал там тяп-ляп. Ты что, забыл? А? Виноват. Вот сюда пойдет. Сюда как-то не идет. Не пойдет. Чуть-чуть короче. Ни хрена. Тем более это ж лицевая сторона. Люди будут проходить на катерах и думать, ничего себе, пятизвездочный отельчик. Да. Отель пятизвездочный. Так что давай подрезать. Сейчас сделаем в размер.
раствор. И надо заметить. Раствор закончился. У меня обычно по плану одна ванна раствора в день, а Юра говорит, надо 2 выработать. Первый пошел. Ага. Что-то ты филонишь, по пол-ведра носишь. Они ж не 5-литровые. Тем более, что уже и не наберешь столько. Надо, говорю, искать где-то ракушку. Или чем-то ее заменять. Говорю, писал мне один подписчик, я не знаю, или просто зритель, мол, типа канистрочками воду носите. А чем ее еще носить? Ведрами, что ли? По-моему, без разницы, чем ее носить. Лишь бы носить. Ну что, наверное, чурочек еще напилить. А то я смотрю, ты в 3-ю смену собрался. Не, я в 3-ю смену не собрался, но надо ж ускоряться понемножку. И то, я не знаю, смотри, целый замес, и что там выложили? 20 чурок выложил. Ну, угол заложил, да, чуть-чуть. Надо хотя бы и эту сторону до этого уровня нам сегодня доложить. Все, иду я. Опа, я пришел, сэр. Куда мне? Сюда садиться? Туда? Подвиньтесь, Где будь удобно? ласка. Опа, подошел. Ужин. Подбежал, можно сказать, а не подошел. Ой, картошечки уже сделал. Вот это золотой человек, а? Стараюсь. Мясо, сало и грибы даже. Ну А все. Все местное. Так, друзья, ну что, приятного аппетита и вам, ну и нам тоже. Мы подустали, особенно Алексей. А ну-ка уже будем говорить. Сегодня будет 4-е сутки. Ночь ты здесь ночуешь. Я уже не помню. Короче, уже живет здесь, будем говорить так. Ну все, давайте, друзья, приятного аппетита и вам тоже.
Мягкую древесину намного хуже пилит, чем твердую, чем дуб. Да. Липа, она так вяжет, еле прокручивается. А у тебя вот хорошо будет тут так вот делать?